Как я это говорю, когда цену? Я вижу, вас это интересует. И он сразу подтвердит, ну да. Да. У него шансов нету. Он говорит, ну да. Я говорю, окей, я все понимаю. Вы хотите общую цену или цену, которая будет только для вас и под вас, и ни у кого другого? Скажет, о да, для этого, чтобы я сделал именно ту цену, которая подходит именно вам, под вас, нужно встретиться, узнать немножко больше, понять, и только тогда смогу. Когда вам будет удобнее. Все, бам, он ваш. Это везде, это вне зависимости рынка. Я уже понимаю, даже не надо говорить, чем ты занимаешься. Ну, ты ему как бы продаешь вот эту вот самую скринку. И тогда его это интересовать начинает. Да, да. Потому что если я говорю, я динслайстер, я оконщик, я оператор, я кухни продаю. И дальше после этого мы обычно начинаем грузить. Это я уже понял. Да? Зачем мне это? Допустим, ну к тебе касающее, да? Речь идет о том, как вы с помощью персонала можете не просто экономить, а больше зарабатывать и самое главное, дополнительно еще получать больше мероприятий. И человек такой говорит, я говорю, как для вас это звучит? Он говорит, классно, хорошо, а как-то возможно. Тут нет, понимаете, что я делаю вам такой оффер, где вы мне нет сказать не можете. Ну как тут сказать глупо нет? Невозможно. То есть я скажу, Вадим, хочу сделать вам предложение, каждый день буду утро приезжать, делать кофе, делать вкусный завтрак. И если вдруг захотите какое-нибудь делать другое экстравагантное желание, мне скажете, мы уже заранее подготовим, все купим, привезем. Говоришь, как это возможно? Глупо сказать нет, понимаете? Я делаю предложение, от которого очень трудно отказаться. Глупо. Не трудно, а глупо. Где ты только думаешь, не понял, а как это возможно? И как он говорит, как это возможно? Добро пожаловать на встречу. Я цель звонка выполнил. Все. Как только говорит, а как это возможно? Я говорю, вижу, вас тема интересует. Смотрите, как это возможно, как работает и почему именно это сработает у вас. Именно это конкретно в деталях покажу на встрече. Когда вам будет удобно. Вторник, четверг. Бам, добрый день, закрыл на встречу. Все. Очень просто. Меньше слов, больше правильных слов, больше слов, где используем техники. В этих техниках включены вовлечение, триггеры и весь движок. Это психология влияния. У всех вас, кто сейчас слушает или будет слушать, у вас есть материал полный, как влиять на оппонента. Как влиять, управлять его состоянием, управлять его сознанием, управлять его мыслями. У вас все там дано. Это тонны литературы, которые как бы пришлось перелопатить, потестировать, посмотреть, что работает, что не работает, внедрить. Все. И нужно просто взять и сработать. И это не связано, еще раз говорю, не с какими менталитетами, языковыми или еще что-нибудь. Не связано. Или родом деятельности. Никак. Потому что там есть психологические триггеры, движки, понимаете? Каждая мать боится потерять ребенка. Ну, возьмем сейчас какие-то, мы не берем психопатов. Каждый человек хочет иметь выгоду. У каждого человека есть эго-система. У каждого человека есть мотив, допустим, иметь комфорт, избежать боли, получать радости. Какая разница, китаец он или француз? Нет такого человека, говорит, слушай, я очень хочу, чтобы мне кто-то пришел по молотком, по мизинцу пальцем дал. Ну, как бы по пальцу дал. То есть не может быть такого. Даже мазохисты на это навряд ли, думаю, пойдут, потому что это больная зараза. Вот. А то вспомните, когда об край ударяетесь с дивана. Понимаете? Вот. Это срабатывает